Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами Борис Марсанкевич. И у нас сегодня в гостях Павел Яковлев, бессменный руководитель портала «Атомная энергия 2.0». А это значит, что мы потихонечку пытаемся в какой-то ритм ввести нашу передачу с условным названием «Атомный пульс планеты». Ну, может быть, какое-нибудь другое придумается. Павел, во-первых, добрый день. Приветствую вас, зрители, Борис Леонидович. Спасибо, что нашли время заглянуть. И, насколько я понимаю, вам удалось побывать на достаточно интересной конференции, и вы принесли оттуда достаточно интересные новости. Рассказывайте. Это уникальнейшая конференция, которую проводит концерн уже много лет, но, к сожалению, был небольшой прерыв, 6 лет. Концерн Росэнерго. Да, и в этот раз две важные организации стали ее кураторами, это сам концерн и наши конструкторы ОКБ «Гидропресс» из Подольска. И уникальность этой конференции в том, что впервые велась прямая трансляция, был ряд сделан знаковых докладов, о которых мы вам сегодня расскажем, обсудим, и были презентованы интереснейшие разработки не только самих реакторов, но и стратегии развития и быстрой энергетики, и линейки ВВР, и малые реакторы, и плавучие, и всего еще очень много интересного там было. Это происходит в здании в НИАЭС на Ферганской в Москве. Это уникальнейшее тоже наше здание, очень интересное. И называлась эта конференция? МНТК 2024, безопасность, экономика. Что означает аббревиатура? МНТК, значит, Международная научно-техническая конференция. Собственно говоря, там специалисты задумываются, друг другу вслух рассказывают о своих планах о строительстве новых атомных электростанций. Действительно, очень полезная вещь, потому что то, что мы видим, допустим, на опубликованной, теперь уже закрытой после обсуждения генеральной схемы размещения новых объектов генерации, это одно, а другое дело, что думают атомщики о своей отрасли с научной точки зрения. И уже открыто думают. Да, что характерно, ушел в прошлое формат закрытых конференций, где часть каких-то лекций действительно была закрыта, часть выступлений. Павел, я бы предложил попробовать вот с точки зрения Росатома посмотреть, как будет выглядеть развитие нашей атомной отрасли, то, что атомщики планируют сами для себя на ближайшие 20 лет. То есть они пошли вперед, это даже не планы советских пятилеток, это вот сразу 4 пятилетки. Да, и особенно интересный взгляд не только Росатома, но и конструкторов, эксплуатирующей организации, проектировщиков, которые вместе обсуждали открыто для широкого общества их, я бы не побоялся сказать, очень большие планы по развитию современных передовых технологий атомных реакторов. Я напомню, что есть поручение президента о том, чтобы к 1945 году доля атомной генерации в России выросла до 25% с нынешних 20%. Вроде бы небольшой шаг, 5%, но при этом нужно помнить, что часть старых реакторов придется выводить из эксплуатации, сроки закончились все технические, что развивается вся электроэнергетика России, то есть эти 5% это на самом деле весьма большой шаг. И я надеюсь, что вот многочисленные комментарии ко всем нашим атомным роликам о том, что здорово, что Росатом строит за рубежом, а почему он ничего не делает внутри России. Вот бездельничает и бездельничает, потому что мы так решили. Вот такой достаточно подробный ответ о том, что собирается делать Росатом в ближайшие 20 лет. Уважаемые зрители, перед вами главный слайд генерального директора концерна Росэнергоатома Александра Шутикова. Очень был интереснейший доклад. Мы взяли только одну картинку с него, которая, мне кажется, очень емкая, не только по визуальным данным, но и по той энергетике, которая туда заложена. Как мы видим, здесь присутствует ряд новых уникальных атомных станций. Это и Приморская АЭС, Амурская, Хабаровская. Ну да, на самом деле то, что вот более всего заметно, это наконец появление точечек в восточной части России, то есть по ту сторону Урала. Впервые появится атомная энергостанция в составе Объединенной энергосистемы Сибири, Объединенной энергосистемы Востока. Ну и здесь, вот если видно, Якутская атомная станция малой мощности, это уже технологически изолированная территория. То есть то, что не соединено ни с какими другими системами, изолированные вот такие энергосистемы,
Если говорить про Якутскую атомную станцию малой мощности, которая уже строится, это территориально-производственный комплекс на базе атомной генерации. Вот такого точно ни в советские времена, ни в постсоветские еще не было. Поэтому выбрана атомная станция, которая дает и электрическую энергию, и тепловую. В Устьянском районе Якутии тепловая энергия лишней точно не бывает. Ну, Павел, теперь вам слово. Вот что за огромные пятна? Сибирь, сразу 5 гигаватт. Что это? 5 гигаватт – это так называемые промышленные энергокомплексы с реакторами на быстрых нейтронах и предстанционным замкнутым ядерным топливным циклом. Это, как я понимаю, будет 4 энергоблока БР-1200, то есть это потомок, будем так, наверное, считать, свинцового реактора, который сейчас опытно-демонстрационный на 300 мегаватт возводится в Северске, в Томской области. То есть вот его эволюционное развитие БР-1200. То есть все то же самое, но совсем другая мощность, совсем другой масштаб. Уже масштаб промышленный. Как мы знаем, сейчас это называется ОДЭК, опытно-демонстрационный комплекс Северский строящийся, который, по-моему, в 28-м уже, наверное, в 28-м году начнет свою первую эксплуатацию. По нашему мнению, это будет по-настоящему первый в мире энергокомплекс 4-го поколения. А промышленный энергокомплекс на 5 гигаватт с 4 энергоблоками будет уже в масштабном, уже на промышленном уровне не только перерабатывать топливо, но и генерировать новое. И вот как раз там, на таких масштабах, мы сможем увидеть все интересные преимущества радиохимии, ее новые возможности. Ну да, и на самом деле, поскольку у нас тут не все на схеме обозначено, если это БР-1200 и 4 блока, то это 4800, но если мы добавляем тот самый Брест-300, мы получаем те самые 5 гигаватт. Или, возможно, 1250 будет мощность. Будем смотреть, будем надеяться, что услышим уточнение. Ну вот такое явление будет в Сибири. Красноярская, это значит, что это будет в Красноярском крае, но я так понимаю, что площадку сейчас будут подбирать. Да, как мы знаем, там находится Железногорск, недалеко от Красноярска, где были созданы уникальные в мире реакторы серии АД внутри горы, которые сейчас выводятся в эксплуатацию и уже, кстати, выведены. Практически выведены, и в тех же скальных емкостях у нас планируется новый радиотехнический завод, то есть завод по переработке облученного ядерного топлива, поскольку все, что касается радиационной безопасности, гарантировано в полном порядке. Если уж там нарабатывался оружейный плутоний, то тут переработка точно вполне удастся. Так что да, вот, может быть, вот такой комплекс. Там сейчас создается опытно-промышленный модуль переработки АЯТ, реакторов ВВР. И вот в июле была стратегическая сессия госкорпорации «Росатом» в радиоинституте, где обсуждалось создание нового радиохимического завода с повышенной мощностью, потому что необходимо очень много перерабатывать топливо. И там было обозначено, что пока площадка еще не определена. Будут выбирать между «Маяком» или горно-химическим комбинатом. Но, и, я понимаю, глава госкорпорации хочет видеть некую конкуренцию среди этих двух наших стратегических предприятий за возможность строительства этого нового следующего крупного завода. И также на ГХК будет создаваться исследовательский жидкосолевой реактор. Да, там планы большие, но так мы совсем оторвемся от этой схемы. С Красноярском разобрались, двигаемся правее. Объединенная энергосистема Востока. АЭС, знаковые города. На данный момент в текущей генсхеме проект обозначен как ВВР-600, ВВР-С, который в первую очередь будет построен на Кольской АЭС. Но, как мы знаем, глава страны высказывался за строительство более крупных энергоблоков. Посмотрим, что из этого будет. Но вот здесь вот особо обозначен момент, то, что энергосистемы Дальневосточного федерального округа имеют некоторые ограничения, и поэтому, соответственно, ВВР-600, и, соответственно, эти энергоблоки будут обладать повышенными технологиями маневрирования мощностью. Да, то, что на самом деле для атомной энергетики такое
и характерное, и достаточно больное место. Им больше всего атомным реакторам нравится работать на одной и той же нагрузке 24 часа в сутки, чтобы их никто не трогал. Вот сколько выдаем, столько забирайте и ни о чем не думайте. Здесь спектральное регулирование позволяет действительно маневрировать от 20% мощности до 100%. Уточнение у нас, ведь генеральная схема размещения до 1942 года, она же подлежала общественному обсуждению. И вот на Восточно-экономическом форуме, на пленарном заседании, один заинтересованный читатель, Владимир Владимирович из города Москвы, внес свои коррективы. Связаны они не столько с технологиями, да, маневренность нужна и важна, связано это с темпами развития электроэнергетики Дальнего Востока. Она значительно выше, чем в среднем по России, я бы так сказал, в 2,5 раза. И то, что мы наблюдаем нарастающий энергодефицит, уже совершенно очевидно. Сама схема, да, она разработана системным оператором, но он достаточно консервативен, по меньшей мере до того момента, пока не утверждены все инвестиционные планы, что здесь точно потребитель будет, они не торопятся вносить какие-то корректировки. По мнению президента России, строительство 600-мегаваттных реакторов после 1934, по-моему, года, как-то так это планировалось, это не тот темп, который нужен. Дефицит можно наблюдать просто в числах. Если в обычных случаях у нас поставки электроэнергии за рубеж в Китай от 3,2 миллиардов киловатт-часов до 3,5, то в этом году ожидается меньше 0,8 миллиарда киловатт-часов. То есть вот он дефицит. С 3,2 мы уже снизились больше, чем на 2 гигаватта. То есть это тот дефицит, который уже очевиден. То, что он будет нарастать, тоже понятно. И если предложение изначальное от Росатома, от системного оператора, что строительство атомных энергоблоков начнется в середине 30-х годов, это не подходит. И мнение генерального директора Росатома мы уже тоже услышали. Для того, чтобы начинать строить прямо сейчас, это, в принципе, возможно, потому что еще в советские времена подыскивали площадки для атомных электростанций на Дальнем Востоке, но построить не довелось по разным причинам. Речь зашла о ВВР тысячных. Это блоки, которые имеют вариант для сейсмоопасных зон. Дальний Восток у нас тоже этим отличается. Эти проекты, они, собственно говоря, уже стали стандартами. Все, что строится в Индии, это ВВР тысячная, именно по той самой причине. Вся территория Индии сейсмоопасна. Так что этот ВВР тысячный действительно отработан настолько хорошо, что к нему можно приступать значительно быстрее, чем середина 30-х годов. И Теневаньская АЭС, кстати, тоже, которая считается одной из самых безопасных станций мира. Ну да, и если говорить про Теневаньскую, то вот одна из тех проблем, которая возникла во время аварии в Японии на атомной электростанции Фукусима, это расплавленное топливо, которое ушло куда-то в грунт и где-то там путешествует. Никто не может разобраться до сих пор, почему и зачем. Авария была в 2011 году. Первые 2 блока Теневаньской АЭС запускались в эксплуатацию в конце прошлого века, в 1999 году. И ловушка расплава, которая приняла бы на себя вот такую проблему, была уже тогда построена. За 20 лет, за 12 лет до аварии, то есть это было и заранее спроектировано, как бы вот такую запроектную аварию наши специалисты предусмотрели. И в том числе, мне кажется, там были установлены сейсмические системы тоже. Да, ВВР тысячные, они именно сейсмические варианты, скажем, сейсмобезопасные. Так что мы перейдем к следующей картинке, где показывают даты. Мы, по-моему, слева направо прошли, чего мы здесь не видим. Якутская атомная станция малой мощности, АЭСММ. Здесь нет обозначения, будет это 1 реактор или будет это 2 реактора. Якутия продолжает переговоры с Росатомом, там есть проекты дальнейшего развития. На день сегодняшний строительство ведется по прямому договору Росатома с компанией «Селигдар». Кючус – это крупнейшее неразрабатываемое золотое месторождение на территории России. Опять же, открыто в советские времена, но находится в таком уютном месте, что даже советской власти сил на его разработку не хватило. Места прекрасные, воздушные, дорог нет, энергетики нет, ничего нет. Прекрасное место, то есть даже советская власть не вытянула.
Предложение от Якутии, есть такая принадлежащая республике корпорация развития Южной Якутии, у нее на руках лицензия на разработку 2 месторождений олова, которые не по-якутски рядом, потому что по-якутски рядом это 500-600 километров вообще не расстояние, но там реально восточнее и западнее от золотого месторождения в пределах 50 километров 2 месторождения олова. Понятно, что если Якутия решится на их разработку, спрос на олово растет, стоимость растет, то есть экономика там вполне достаточная, но не хватит той энергии, которая обеспечит один ритм 200. То есть вот здесь якутская АСММ можно считать, что с маленьким штрихом, который так пунктиром обозначен. Ну и то, что мы видим в европейской части, на Урале, тоже, наверное, пару слов. Да, здесь самые интересные новые АЭС: Башкирская АЭС, Южноуральская, Новочеркасская. Ну, я бы предложил начать с Белоярской, потому что она внезапно здесь появилась. Белоярская атомная электростанция уникальна. Уникальна тем, что это единственная атомная электростанция, где работают 2 реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600, БН-800. Но здесь она снова появляется, и снова не просто так. Да, потому что там будет строиться 5-й энергоблок БН-1200М, который должен стать серийным. И также в Свердловской области будет также строиться Рефтинская АЭС. Я вот так понимаю, там планируется... Борис Ильич, выбирайте из списка. Ну да, тут так просто не скажешь. Мне кажется, что это будут... Ну, наверное, надо пару слов сказать, что такое оптимизированный ВВР. Да, очень интересный момент. Как мы видим здесь, что 2 новых блока на Воронежской АЭС, ВВР 1200 и 2 энергоблока Ленинградской АЭС, ВВР 1200, переходят к Курской АЭС, где ВВР ТОИ. И следующим шагом Росатом создает некий базовый проект. Почему вот мы в прошлый раз обсуждали Смоленская АЭС, как будут называться их реакторы. И как мы теперь видим на этой схеме, это будет ВВР 1200 базовый проект, где будут унифицированы как и реакторная установка, турбинная установка. Тепломеханическое оборудование, да. Электротехническое оборудование и автоматизированная система управления технологическими процессами. Тут целая строка аббревиатур. Я думаю, что если мы услышим интерес со стороны зрителей, попробуем поподробнее рассказать, что все эти аббревиатуры означают, для чего они нужны, чем важны, и что у нас получается с локализацией их производства. Это тоже такая отдельная больная тема, особенно что касается турбинных установок. Ну, это, наверное, на следующий раз оставим. И СОТП на примере Турции, Акую и Siemens, как мы видим, вот эту систему управления энергоблоками цифровых. Ну, там тоже, на самом деле, не расшифровано, что именно не поставил Siemens, потому что СУТП могло быть и заказано и у французов с таким же успехом. И я общался с людьми, которые работают непосредственно в концерне, у них все-таки есть подозрение, что это или газовые установки вывода мощности. У нас они тоже не производятся. Но это опять же, давайте оставим на сладкое, а то мы в таких подробностях сейчас завязнем и всерьез и надолго. И перейдем, может быть, уже к графику. И на юге, по-моему, еще одна новинка будет. Новочеркасская. Это та самая объединенная энергосистема Юга, которой летом этого года просто не хватило мощности для того, чтобы удовлетворить весь спрос. И, кстати, на мой взгляд, полезно еще и тем, что есть аксиома о том, что летом спрос на электрическую энергию выше, чем зимой. Не на тепловую, а на электрическую. Наш юг это очень наглядно продемонстрировал. Если зимой мы с нагрузками справляемся, потому что мы переходим на комбинированную выработку тепла и электроэнергии, летом, как выясняется, нужна только электроэнергия. И вот здесь мы захлебнулись. Поэтому запланированная Новочеркасская атомная электростанция, я думаю, точно лишней не будет, особенно с учетом того, что южных регионов у нас стало больше в последнее время. Нам всем хорошо известно, что нам не хватало пляжей, крымские красивые, почему бы и нет, Аральское море теплое. Но теплое, и, конечно, можно
вслед за представителем системного оператора надеяться, что больше такая погодная аномалия не повторится, но лучше перестраховаться. Пусть у нас будет про запас атомная электростанция, чем мы будем каждое лето в случае жары смотреть, что такое веерное отключение и каково это и жителям, и всем тем, кто приехал отдохнуть на юг. И, возможно, появятся новые решения в сфере накопления энергии, может быть, не химические, а, например, механические, интересные, которые еще в советское время существовали в виде накопления воды в ночное время, что тоже поможет, может быть, снизить вот эту зависимость от маневрирования. Ну да, если посмотреть на генеральную схему размещения, там запланировано максимально возможное строительство гидроаккумулирующих электростанций. И тоже надо отдать должное прекрасным результатам реформы РАО ЕС России под руководством выдающегося энергетика Анатолия Борисовича Чубайса, благодаря которому мы 20 лет не строили гидроаккумулирующие электростанции. Сейчас, если делать все правильно, так, чтобы не было проблем, нам надо строить 6 штук одновременно. В какие деньги это выльется, сколько времени это займет, это отдельный вопрос, но я, конечно, со своей стороны еще раз хочу поблагодарить Анатолия Борисовича за прекрасную работу. Спасибо, Анатолий Борисович, нам не скучно, а то бы мы заскучали. И на самом деле экономически более оправданных систем накопления, чем гидроаккумулирующая электростанция, пока еще не придумано. Есть химические накопители, но во что это выливается для экономики. Мы на примере Австралии, которая решила, что она будет обходиться солнечной ветровой генерацией вот такими накопителями, видели. В течение 3 лет тарифы на электроэнергию выросли в 6 раз. По-моему, прекрасный результат, и этот рост продолжается. Поскольку, как выяснилось, химические накопители имеют еще и какой-то срок жизни. Гидроаккумулирующая электростанция, напомню, это в принципе та же гидроэлектростанция, но используются оба бассейна, верхний и нижний. На тот момент, когда нужно вырабатывать электроэнергию, вода сбрасывается сверху вниз. На тот момент, когда электроэнергии слишком много и надо накопить на следующий момент пикового спроса, включаются насосы, вода поднимается снизу вверх и готовится к утреннему пику. Вот в таком режиме работает. Ничего более экономичного нет, потому что в этих случаях речь идет о гигаваттах, а не о том, что мы наблюдаем в литий-ионных батареях. И, разумеется, срок жизни несколько иной, чем у литий-ионной батареи. Борис Ильич, хотите сегодняшнюю новость из Китая, который ввел в эксплуатацию крупнейший в мире маховичный накопитель энергии на 30 мегаватт. Там включает 120 маховичных генераторов, распределенных по 10 блокам. Частота энергии стабилизируется в пределах каждого блока. Все блоки подключены к высоковольтной сети 110 киловатт. Киловольт. На самом деле все это прекрасно, но если мы говорим о Загорской АЭС, там просто 1,2 гигаватта, и если мы говорим о сроках жизни гидроаккумулирующих электростанций, они такие же, как у ГЭС. Со сроками жизни ГЭС честнее всего себя ведет Швейцария, которая каждые 10 лет, то есть по мере старения гидроэлектростанции, ставит новый срок. Среднее расчетное время на день сегодняшний 160 лет. Я думаю, через десятилетие мы увидим 170, а наши внуки и дети будут смотреть, как там после цифры 2 бегут еще какие-то цифрики. Но это ладно, это мы опять уходим в какие-то споры. Тем не менее, мне кажется, что очень хорошо, что запланирована для нашего юга новая атомная электростанция. То, что мы видим наверху, Ленинградская АЭС-2, Кольская АЭС-2, Смоленская АЭС-2, это станция замещения. Новое мы перечислили. То, что планируется для Сибири, то, что планируется для Урала и, разумеется, все, что для объединенной энергосистемы Востока. Из того, что лично я не понял на этой схеме, стало наконец известно, что велись переговоры Росатома с группой Норникель. Вот Таймырский энергоузел, Норильский энергоузел – это вообще уникальное явление. Это самая северная на планете гидроэлектростанция, это газовая генерация. Там теперь уже появились расчеты на строительство ветровых электростанций. Вот единственное, чего Норильску не хватало для комплекта, ну, это, конечно, атомная электростанция. Ну, может быть, ждем результатов переговоров. Тут, наверное, надо давать пояснения по аббревиатуре. Для атомщиков все это понятно. И как мы видим, что с 1937 года по 1942 год планируется массовый ввод в эксплуатацию именно вот для Сибири и Урала. И там именно выбраны быстрые реакторы.
Ну, в основном, да, но Южноуральская на АЭС. самом деле здесь в списке есть и Кольская атомная электростанция. Там речь идет не о быстрых, по-моему, 600С, те самые 600 со спектральным регулированием, с большим диапазоном изменения мощности. Ну, тем не менее, вот они так это обвели. Действительно, 7 реакторов на быстрых нейтронах – это Сибирь и Урал. Вот. Можем просто для тех, кто не умеет вертикально читать, выбрать самые интересные станции. И заодно расшифровать аббревиатуру, я не думаю, что всем все понятно. Да. Что такое ЛАЭС, КУАЭС, и БелАЭС и так далее. Ну, как мы знаем, что Смоленская, Курская – это станции, замещающие РБМК. То есть вот то, что под чертой, это вывод из эксплуатации. То, что свой срок отработало, нужно останавливать и готовиться к окончательному выводу. В этом году ожидается вывод, по-моему, уже вывод эксплуатации второй энергоблок, который случился Курской АЭС. Также в 2025-м будут выведены 3 энергоблока Билибинской АЭС и введен в эксплуатацию первый энергоблок Курская АЭС-2. В 27-м будет введен ВРТО и Курская АЭС-2, второй энергоблок. В 30-м году будет построен третий энергоблок Ленинградской АЭС-2 ВВР-1200. В 1931 году будет построен третий энергоблок Курская АЭС-2 ВВР-ТОИ. В 1932 четвертый энергоблок Ленинградская АЭС-2 ВВР-1200. И вот на этом формирование Ленинградской атомной электростанции завершится. Будет работать, работать 4 блока ВВР-1200. Те блоки, которые были, РБМК-1000, то есть вроде бы станция замещения, тем не менее понятно, что мощность будет увеличена на 20%. Было 4000 мегаватт, станет 4800. И ожидается, что в 30-м году будут отключены 3-й и 4-й энергоблоки РБМК-1000 Ленинградская АЭС. Смоленский первый энергоблок РБМК-1000 будет отключен, остановлен окончательно в 1932 году. В этом же году будет остановлен 4-й энергоблок Нововоронежской АЭС, это ВВР-1000. В 1933 году отключен 3-й энергоблок Курской АЭС РБМК-1000 и включен первый энергоблок Смоленской АЭС-2, как мы знаем, теперь это называется базовый ВВР-1200. Да, что касается работ на строительной площадке, на Курской они ведутся, на Ленинградской они ведутся, на Смоленской они уже тоже начаты. То есть говорить о том, что Росатом остановился и ничего не делает, в России, да, можно только в том случае, если вы не смотрите наши передачи. Да. В 1934 году ожидается, будет введен в эксплуатацию последний 4-й энергоблок Курская АЭС-2 ВВР-ТОИ и также 5-й энергоблок Белоярской АЭС БН-1200М. И вот это, наверное, знаковый такой будет момент. Крупный промышленный энергоблок серийный. Да, схему надо переделать, нарисовать какой-нибудь салютик, потому что это действительно выход на промышленный уровень реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, потому что и БН-600, и БН-800, они работают в режиме опытно-демонстрационном. На них проходят те эксперименты, которые необходимы, чтобы добиться полного развития этой ветки атомной генерации. 1200, все, это промышленный уровень, это то, что можно строить не только у нас в России, но, будем надеяться, и в других дружеских нам странах. В 1935 году отключат 2 энергоблока РБМК-1000 на Смоленской АЭС, второй энергоблок, и на Курской АЭС, последний 4-й энергоблок. Но в то же время включат второй энергоблок Смоленской АЭС, базовый ВР-1200, и первый энергоблок Кольской АЭС-2, ВВР 600С, мощность электрическая 600 мегаватт, С это спектральное регулирование. Не буду сегодня рассказывать, надо какую-то отдельную передачу, что такое спектральное, что такое, их много новых направлений. Сверхкритическое давление, СКД. В 1936 году будет отключен 5-й энергоблок Новоронежской АЭС ВВР-1000. ВВР-1000. ВВР-1000, да. И заработает первая новая площадка Новочеркасская АЭС, первый блок. И вот не совсем уверен, на самом деле есть эти данные, в прошлый раз мы обсуждали, мы видели эту схему. Возможно, это ВВР-600 будет.
Ну, посмотрим, потому что системный оператор уже сообщил о том, что обсуждение генеральной схемы завершено. До 1 декабря должно быть утверждено Министерством энергетики. То есть мы увидим, все ли корректировки, которые предложил президент России, внесены. Я напомню, что Владимир Владимирович настроен несколько иначе по отношению к развитию электроэнергетики Дальнего Востока. Он еще на предыдущем Восточном экономическом форуме заявил, что энергетика должна развиваться опережающими темпами, та самая экономика предложения. Это не когда бизнес сидит и ждет, когда же появится электроэнергия, а несколько наоборот. Любой бизнес приходящий необходимые ему объемы получает, потому что они есть в запасе. И вот, исходя из этого, собственно говоря, и были выдвинуты его предложения не ждать строительства блоков со спектральным регулированием. Это новая технология, ее еще осваивать надо. Не просто так первый блок на этой схеме должен был появиться на Кольской атомной электростанции с тем, что если какие-то недоработки есть, все исправим, добавим, заменим и после этого уходим на Дальний Восток. Вот. Может быть, эта парадигма не подойдет, потому что в отличие от всего того, что мы слышали от нашего Министерства транспорта, от многоуважаемой, горячо мною любимой компании РЖД, что не нужна электрификация всего БАМа, мы так кусочками здесь вот на тепловозах проведем, тут на электровозах. Владимир Владимирович считает, что БАМ должен быть электрифицирован полностью. Это, соответственно, тоже требование к новым электростанциям. И, кроме этого, было еще и предложение, что территория опережающего развития в Амурской области, в городе Свободном, нашем дальневосточном Абу-Даби, где одновременно строится крупнейший в России газоперерабатывающий завод и крупнейший в России газохимический комплекс. Там предусматривается развитие средней тоннажной газопереработки, малотоннажной, то есть бизнес туда пойдет. В связи с этим «Газпром Энергохолдинг», который в Свободном уже построил 150-мегаваттную газовую электростанцию, было бы странно, если бы «Газпром Энергохолдинг» строил другую, он получил пожелание утроить мощность со 150 на 450. Очень этому рад, готов. Уже сообщили, что, собственно говоря, они вот давно об этом мечтали. Наконец настал момент, когда мечты сбываются в соответствии с известным слоганом. Так что вот настрой Владимира Владимировича по отношению к энергетике более энергичный, менее консервативный, чем закладывался системный оператор. Системный оператор, ну да, он консервативен, он любит, когда вот расписано до последнего, что все действительно состоится, тем более, что для Дальнего Востока в прошлом году Министерство энергетики выбило послабление. Там инвесторам строительства новых электростанций было дано право подписывать договоры с потребителями прямые, причем с пунктом «качай или плати». Ты хочешь электроэнергию, мы под тебя строим новые мощности, если по каким-то причинам ты брать не будешь, все равно будешь платить. Ну, в принципе, такое справедливое требование. Вот посмотрим, каким будут результаты, что именно будет утверждено Министерством энергетики, сравним. Как раз мы сейчас перейдем к Дальнему Востоку и Сибири. Борис Иванович, видно по цвету, что Новочеркасская АЭС будет все-таки ШВВР 1200 базовый. И в 1936 году в том же заработает параллельно еще одна площадка Хабаровская АЭС, первый блок ВВР-600. В 1937 году будет выведен второй энергоблок Кольской АЭС ВВР-440. И заработает новая площадка в 1937 году Красноярская АЭС-2, блок 1. Это, так понимаю, будет первый энергоблок БР 1200. Свинцовый. Вот Свинцовый я бы, конечно, написал там где-нибудь буковку «С», чтобы было понятно. Да, также заработает Новоронежская АЭС-2. Вот тут не совсем красным видно, это похоже на Новоронежская АЭС. Ну, оставим это. Новочеркасская, наверное. Новочеркасск. Блок 3. И в 1937 году Кольская АЭС-2, второй блок ВВР-600С. В 1938 году будет отключен первый блок Кольской АЭС, тоже ВВР-40, 440, но будет построен, включен второй блок Новочеркасской АЭС. Новая площадка также заработает Южноуральская АЭС, блок 1, и Хабаровская АЭС, второй энергоблок. Как мы знаем, это все быстрые реакторы.
Сибирь и Дальний Восток, если я не сбился со счету, то атомных станций большой и средней мощности планируется 25 энергоблоков на период до 1945 года, то есть на 20 лет, на мой взгляд, это, ну, давайте просто нехитрая арифметика, 25 энергоблоков за 20 лет, вот такой темп развития атомной генерации в России, если не считать того, что есть еще отдельные большие планы по строительству атомных станций малой мощности. И за рубежом. За рубеж мы вообще не трогаем, мы сегодня исключительно вот в патриотическом Давайте. настрое пребываем. Вот это та цель, которую поставил себе Росатом. Как удастся согласовать с правительством, это, конечно, другой вопрос. Но если требования и будут, то не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения. Потому что если вместо атомных блоков средней мощности 600 мегаваттных будут строиться 1000 мегаваттные, 6 блоков – это практически еще 2,5 гигаватта мощностей для Дальнего Востока. Так что вот такая атомная четырехкратная пятилетка, так, наверное, можно назвать. Не просто так вот здесь на значке, если присмотритесь, увидите надпись «Прорыв». На мой взгляд, это действительно прорыв. Это абсолютно новые регионы для Росатома. Это не только укрепление на Урале, но и шаги достаточно далеко-далеко на юг, на восток. И опять же, если кто-то внимательно слушал, то вы заметили, что на той схеме было на Дальнем Востоке отмечено 3 атомных электростанции: Приморская, Хабаровская и Амурская. А вот здесь, в дорожной карте, мы Амурскую атомную электростанцию уже не видим. Я не знаю, в связи с чем. Я очень надеюсь, что про это вспомнят, и тогда мы выясним, что все-таки не 25 блоков большой средней мощности, а 27. Маленькая такая добавочка, но я не знаю, с чем Извините, у нас связано. осталось 10-15 минут. Наверное, мы одну последнюю вещь скажем про этот слайд. То, что последний РБМК-1000, третий энергоблок Смоленской АЭС, будет остановлен в 1939 году, что интересно достаточно для этой технологии, которая продляется в эксплуатации и достаточно хорошо поддержала экономику и уверенно выработала. Ну, она не просто хорошо поддержала, вообще уйдет целая эпоха, потому что реакторы РБМК – это возможность перегрузки топлива без остановки. Понятно, что это не руками делается, это вот нам говорят про необходимость роботизации. Министерство среднего машиностроения об этом подумало достаточно давно. Перегрузочная машина работает без участия человека. Но это означает, что можно нарабатывать необходимые науке, промышленности, медицине изотопы там же, в той же активной зоне. В частности, такой достаточно существенный экономический эффект дает производство на Ленинградской атомной электростанции, именно на реакторах РБМК, радиоактивного изотопа кобальта, кобальт-60. Кобальт-60 – это основа того, что на медицинском сленге называют гамма-ножом. Гамма-нож – это возможность бороться с онкологическими заболеваниями головного мозга. Ничего другого не подходит вот для такой терапии. И действительно, с учетом того, сколько сейчас кобальт на мировом рынке стоит, я думаю, что надо внимательно будет посмотреть на годовые отчеты Ленинградской атомной электростанции и посмотреть, на чем больше прибыль: на медицинском изотопе кобальт-60 или на продаже электроэнергии. Это еще большой вопрос. Борис Ильич, у нас осталось 10 минут. Успеем мы обсудить карту малых АЭС? Я не думаю, что это целесообразно. Они маленькие, их много, Павел, а у нас с вами уже сразу появляется повод для еще одной встречи, для того, чтобы наша новая, складывающаяся у вас на глазах, уважаемые зрители и слушатели, рубрика «Атомный пульс планеты» продолжалась. И мы ведь еще не касались того, что вы услышали по поводу строительства за рубежом. Так что план передач у нас уже расписан. Продолжение следует. Наконец-то совершилась загрузка имитаторов ТВС на АЭС Рупур. Как мы знаем, Россия там строит 2 энергоблока ВВР-1200. И это начало... Подготовка к запуску. Вот давайте, Павел, как всегда, весь в аббревиатурах. Тепловыделяющие сборки – это набор, определенный набор, геометрически зафиксированный, тепловыделяющих элементов, внутри которых, собственно, находятся те самые таблетки ядерного топлива. В стержнях.
в тепловыделяющие элементы, вот длинные цирконовые трубки, внутри вот эти таблеточки набиты. Для чего необходимо сначала проверить за счет имитаторов, необходимо выяснить достаточно точно все, что касается водооборота внутри активной зоны. Нет ли каких-то проблем, может быть, где-то ошиблись с расстояниями, с размерами, такая генеральная проверка. И только в том случае, если, прежде всего, сами проектировщики, разумеется, государственный регулирующий орган, убедятся в том, что гидрорежим в полном порядке, только после этого можно получить разрешение на загрузку уже тепловыделяющих сборок с самим ядерным топливом. И отдельная такая мелочь, но приятно то, что, несмотря на политические события горячие, произошедшие в Бангладеш, режим сотрудничества с Росатомом не шевельнулся ни на миллиметр. У нас там за пределами атомной электростанции может происходить что угодно, а вы здесь работаете спокойно, потому что вне зависимости от того, какая там партия у власти, электроэнергия Бангладеш крайне нужна. Крайне нужна, у них постоянно верные отключения. И, конечно, развитие экономики с большим количеством населения, это стратегический проект страны. И они вновь подтвердили, что этот проект будет реализован, несмотря ни на что. В то же время Росатом перешел к заключительному этапу тестирования, опытной эксплуатации. Кто-то называет толерантное, мне вот нравится слово противоаварийное топливо ТВС-2М на Ростовской АЭС. Это уже новое поколение безопасности. Это топливо означает, что в случае того, что случилось в Фукусиме, не будет пароциркониевой реакции, потому что цирконий этот защищен специальным сплавом никеля и хрома. И станции уже не нужно будет, возможно, в меньшей степени ставить рекомбинаторы водорода, которые угрожают вот этими тепловыми взрывами, которые случились на Фукусиме. И Росатом параллельно с тем же Вестингаус, с французами, с Ирана, также ведет эту линейку эволюции ядерного топлива ТВС-2М, которая, кстати, планируется к эксплуатации на зарубежных станциях в той же Индии, в Китае потихонечку это топливо будет внедряться, а, по-моему, новые энергоблоки уже будут в будущем. Есть время, я думаю, что Росатом успевает закончить. Я на всякий случай напомню, что такое пароциркониевая реакция, а то опять мы в какой-то сленг ушли. Цирконий – металл, из которого выполняются оболочки тепловыделяющих элементов. Он удобен тем, что он не влияет никоим образом на полет нейтронов. Вот можно считать, что его нет. При этом он совершенно уверенно выдерживает нахождение в воде, у которой температура 350 градусов, у которой высокое давление, все это он выдерживает. Но химики предупреждали, что есть одна проблема в том случае, если нет воды, если есть пар, то есть вода у вас выкипела, начинается химическая реакция. Мало того, что она идет достаточно активно с выделением водорода, а он взрывоопасен в воздушной смеси, он еще и идет с выделением температуры. Что, собственно говоря, на Фукусиме и произошло. Реактор кипящий, то есть там изначально образование пара было предусмотрено в верхней части реактора, тепловыделяющие сборки ниже, пар выше. После того, как отключилась электроэнергия вся, собственно, не работают насосы, вода выкипела, сплошной пар, уже и так греется ядерное топливо, и здесь химическая реакция дала дополнительный эффект. И встал вопрос, да, это международное название, толерантное, но я думаю, что противоаварийное это правильно звучит, как добиться того, чтобы не было контакта водяного пара с цирконием даже в случае вот таких тяжелых аварий. Вот тут самый очевидный, а давайте закроем каким-то слоем, который не даст водяному пару добраться до циркония. Одно из направлений, может быть, звучит очень просто, но при этом это напыление не должно исказить никакие нейтронные характеристики. То есть вот закрыли каким-то экранчиком, после чего у нас вообще цепная реакция прекратилась, потому что никто никуда не летит, все умерли. И, разумеется, каждый вот такой вариант, мы попробовали такое напыление, попробовали немножко изменить там процентное соотношение хрома и никеля, все это надо проверять. Проверяется это не в течение 5 минут, в течение топливной сессии или хотя бы одного топливного цикла, то есть минимум полгода, потом извлекаем из реактора, проверяем на постреакторных исследованиях, то есть такой неспешный процесс, с одной стороны, с другой стороны, все, по-моему,
атомные компании, имеющие отношение к производству ядерного топлива, там идет настоящая гонка, ну, такая неторопливая, то есть гонка черепашек. Черепашки не торопятся, потому что заповедь атомной энергетики номер даже не 1, а 0 – это безопасность. Ошибаться нельзя, лучше потерять время, чем привести к каким-нибудь нехорошим последствиям. Так что, да, похоже, что мы имеем пока шансы, ну, как минимум, не проиграть в этой гонке. Если мы придем все втроем одновременно, ну, пусть это будет называться конкуренцией, ничего плохого в этом нет. И, Борис Валентинович, мы, наверное, можем закончить на свежей новости из Киргизии, свежий ветреный, где Росатом начал свой первый экспортный контракт по строительству ветроэлектростанции. На мой взгляд, вообще это прекрасная новость. Чем больше ветроэлектростанций строятся, тем лучше. Главное, чтобы они были как можно дальше от России. Я двумя руками за. Поздравляю Росатом, потому что когда создавался вот этот дивизион ветро-ОГК, сразу декларировалась цель отработать все технологии, добиться локализации всех необходимых технологий внутри России с тем, чтобы включиться вот в эту зеленую гонку за пределами России. План выполнен. Киргизия дебютант, но, насколько я понимаю, там заканчиваются уже переговоры и в Мьянме. То есть, действительно, этот проект Росатома уходит на экспортную, не знаю, как орбиту, давайте назовем так. Могу пожелать только... На экспортный конвейер. Да, чем дальше, тем лучше. Я считаю, что прекрасно будут смотреться ветроэлектростанции от Росатома в Индонезии, в Австралии, в Танзании. Крайне необходимо в Антарктиде. Чем дальше, тем лучше. И в Киргизии, кстати, будет строить, Росатом построит и малую ГЭС. Да, то есть пока там двусторонняя комиссия выбирает площадки для атомных станций малой мощности. Это мы обсудим в следующем выпуске. Да, то есть пока, вот, чтобы не ждать время, а там много работы у геологов, подыскать площадку, чтобы не стоять на месте, Росатом предложил, Киргизия не отказалась. И ветроэлектростанции, и малая гидроэлектростанция, все в Киргизии идет, и можем только радоваться, потому что Киргизия тоже энергодефицитна, спрос растет. Почему бы и нет? Почему бы и не помочь? Почему бы не наработать новый опыт? Спасибо большое, уважаемые зрители, что провели с нами это время. Спасибо. Я думаю, что по результатам конференции, на которой побывал Павел, мы еще неоднократно остановимся. Я думаю, что даже вот такие подробные рассказы, они дают хотя бы какое-то представление о том, что на самом деле из себя представляет наш Росатом внутри России у нас. По большим и средним энергоблокам мы прошлись, но впереди, на мой взгляд, не менее захватывающий разговор о малых, о плавающих энергоблоках и так далее, и так далее. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Всего доброго.